Я ревновала к Марине. Сколько я себя помню, она была тем, кто побеждает во всем, кто обладает талантом, красотой. А я, в отличие от нее, у меня было всего этого мало. О женихе я могла только мечтать. На работе мне приходилось иметь дело как с коллегами, так и с клиентами, но никто не обращал на меня внимания. При этом мои родные убивали меня постоянными вопросами о том, когда я выйду замуж, и советами, как найти мужа. Вместе с Маринкой мы ходили в детский сад, начальную и среднюю школу. Мы вместе играли, иногда делали уроки или ходили в кино, но я бы не назвала это близкой дружбой. Не было доверительных отношений, она никогда не делилась со мной своими секретами. Мы знали друг друга почти всю жизнь, но в лучшем случае дружили во дворе и в школе. Так или иначе, Марину всегда окружала большая компания друзей. Она была популярной и полной оптимизма. Именно по ее инициативе в школе был создан книжный клуб. Она основала кружок, помогавший учиться более слабым детям. Была руководителем во время парадов. Была хорошей ученицей и активной спортсменкой. Учителя любили и хвалили ее. К ней тянулись сверстники. Я также была очарована ей. Она была своего рода идолом. Я мечтала быть похожей на нее. Девушка, которая всегда работает на все 100. Каким чудом? Может быть, она забирала у судьбы все имеющиеся шансы, и другим не хватало? После окончания школы наши пути на несколько лет разошлись. Марина выбрала университет в столице, а я осталась в нашем маленьком городке, довольствуясь средним образованием. Хотелось поскорее приступить к работе и немного обзавестись собственным бюджетом. Когда Марина вернулась в наш городок со своей семьей и начала собственное дело, я за это время несколько лет поработала в бухгалтерии. Прошла обучение и жаловалась на свою работу. Я занималась бумажной работой, и у меня это хорошо получалось, но я действительно ненавидела эту работу. Однажды мы случайно встретились на рынке. «Аня, рада тебя видеть!» — радостно воскликнула Марина. «Как дела?» Я смотрела на свою подругу с привычной ревностью. Она еще больше похорошела. Я не думала, что она может выглядеть лучше, чем раньше. «Как-то так», — ответила я. «Просто как-то так?» Она засмеялась. «Нам нужно встретиться за кофе и поболтать». Она достала из элегантной сумочки блокнот и стала листать его страницы. «У меня пятница выходной. Увидимся в пятницу в 16:00?» «Подожди минутку», — опомнилась я, вспомнив обещание матери. «Я должна была пойти с ней по магазинам». «В пятницу я не могу. Может, в другой день?» Марина нахмурилась. Она, наверное, не привыкла к отказам. И снова заглянула в свой блокнот. «Следующий вторник. В 6 часов подходит?» Она посмотрела на меня. «Хорошо, мне подходит. Тогда будь на рынке, вот здесь, у скамейки». Она помахала мне рукой и пошла в другую сторону. Когда наступил вторник, я ждала назначенного времени. «Привет». Я встала при виде ее со скамейки. «Привет», — улыбнулась она. «Идем на кофе и печенье? Надеюсь, ты не худеешь? У меня слишком мало воли для этого». «Я знаю эту боль», — сказала она, и мы обе улыбнулись. Мы сели в кафе и начали болтать. Она много и охотно рассказывала о себе. Я узнала, что Марина занимается дизайном рекламы. И открытие своего дела – это попадание в яблочко. Работа ей очень нравится. Я сама удивилась, как легко мне находить клиентов. Муж поддерживает меня и гордится мной. Она также говорила о своем муже и дочке. И я ревновала ее все больше и больше. Почему у нее было все, а у меня ничего? Почему именно у нее был дом с садом, а мне приходилось жить с родителями и постоянно выслушивать их жалобы? Марина не заметила моего печального лица. Она говорила и говорила.
Среди прочего, рассказала о том, как сильно она занята работой над важным проектом для одного из наших городских чиновников. «Для этого мудака?» – выпалила я, как только она упомянула его имя. «Почему мудак?» – она поморщилась. «Он хороший и галантный человек. По-видимому, настоящий бабник. Все говорят, что он плохо обращается со своей женой и изменяет ей». Марина выпрямилась в кресле и посмотрела на меня с упреком в глазах. «Все? То есть никто. Не стоит повторять сплетни, потому что можно кого-то обидеть», — отругала она меня как школьницу. Я изумленно покачала головой. «Марина, ты недавно вернулась сюда и лучше меня знаешь о людях в нашем городке?» Я вздохнула. Его жена недавно подала в суд иск о разводе, и у него мало шансов остаться в хорошей славе, несмотря на его гордую спину и походку. Подруга пожала плечами. «Тем не менее, мне все равно. Я не лезу в личную жизнь своих клиентов. Они дают мне работу и платят за результат, а не за осуждение их морали». Я смотрела на нее и не могла в это поверить. Всегда ли она была такой циничной, или с ней что-то случилось за последние годы? Это та самая девочка-ангелочек, которая служила образцом для подражания своих сверстников? Как бы то ни было, сомнение уже случилось. На хрустальной поверхности моего кумира появилась царапина. «Делай, как считаешь нужным, но я бы не пожала руки такому человеку. Вам было бы о чем поговорить, если бы он пришел к твоему руководителю и дал бы огромную сумму денег». Я хотела протестовать, но, к сожалению, она была права. «Ты сама себе хозяйка. У тебя есть выбор», — пробормотала я. Марина искоса посмотрела на меня, а потом улыбнулась. Почти такой же, как всегда, теплой и заразной улыбкой. Почти. Потому что я заподозрила вдруг в ее улыбке неискренность. Слишком она была милой, учитывая ситуацию. Ведь я ее критиковала. «Извини, но мне пора идти. Мы заболтались», — сказала она. «Я заплачу, раз я пригласила, но в следующий раз приглашаешь ты». И она ушла. Поцеловала меня на прощание, чего раньше не делала. Она хотела стереть неприятное впечатление? Не помогло. Замеченная царапина углубилась. Я начала задаваться вопросом, как человек моего возраста может позволить себе собственный дом? Может, у нее богатый муж? Если да, то вышла ли она за него замуж по любви или из-за денег? Я объяснила себе, что думать так о людях несправедливо, а подозрение, как жук-караед, грыз и грыз. Когда в городе появились рекламные плакаты с лицом этого чиновника, я снова почувствовала отвращение. Я знала, что рекламу сделала Марина, так что она не отступила от работы с ним. Прошли еще недели. Я видела Марину в городе издалека, но похоже, что никто из нас не горел желанием подойти и поговорить. Бомба взорвалась вскоре. Жена чиновника выиграла судебные дела, развелась с мужем и выяснилось несколько вещей. Оказалось, что Марина много лет была его любовницей, еще до того, как он стал чиновником, до того, как Марина уехала на учебу, во время которой они поддерживали отношения. Если не сказать просто, он спонсировал ее. После того, как она вышла замуж, они не прекратили свой роман и бизнес. Именно он помог ей основать компанию и стоял за большинством заказов. Предположительно, он был отцом ее ребенка. Я была в шоке. Я бы никогда не ожидала от нее чего-то подобного. Муж Марины подал на развод, а она сама закрыла фирму, забрала дочь и уехала неизвестно куда. Друзья, коллеги, клиенты, даже семья стали отгораживаться от Марины. За ней стояли мрак, чужие страдания и унизительные компромиссы, запертые где-то в глубокой темнице совести. Она приняла все это, она приняла цену.
Поэтому, хотя вокруг нее было так много людей, она не могла довериться никому. Я не думала, что ситуация изменится, и вместо того, чтобы завидовать Марине, я пожалею ее. Ведь если счастье строится на ложных основаниях, то тогда я предпочитаю свое скромное одиночество.